Снова всех приветствую, дорогие друзья. И вновь мы возвращаемся в мир Санктуарии. В одном из последних роликов, посвященных новому дополнению для игры Diablo 3 Reaper of Souls, я рассказывал о новом режиме приключений. Ссылку на него вы можете видеть на экране. Как я и говорил, эндгейм-контент стал гораздо разнообразнее и интереснее. Однако многие спросят, а как же убер-боссы, адские устройства и, наконец, где мое мега-кольцо адского пламени? Разумеется, Blizzard ничего из этого не забыла и даже привнесла некоторые изменения. Давайте же рассмотрим все подробнее. Итак, обо всем по порядку. Что касается ключей для адского устройства. Ключи теперь падают на сложности истязания 1 или выше. Шанс выпадения зависит от уровня сложности, и максимальный составляет 50%, а не 100, как раньше. Пока вы 60 уровня, с хранителей вам будут падать старые ключи. Вы можете создать адские устройства, открыть порталы, где вас будут ждать знакомые боссы 60 уровня. Как только вы повысите свой уровень выше, ключи перестанут падать совсем, а когда вы достигнете 70 уровня, вам станут падать новые ключи. Сделано это для того, чтобы игроки, не купившие дополнение Reaper of Souls, смогли продолжить фармить убер-боссов. То есть, как вы понимаете, хранить старые ключи, адские машинки 60 уровня и реагенты для колец, если вы купили дополнение, никакого нету. На 70 уровне будет новое адское устройство, которое крафтится по абсолютно новому рецепту, и для него нужны совершенно новые ключи. А если точнее, то рецептов нового адского устройства не одно, а целых 4, и падает он с одного из хранителей ключей. Зачем же столько рецептов? Дело в том, что если раньше, открывая портал, вы могли попасть на случайную связку убер-боссов, то теперь каждое устройство открывает доступ к фиксированной связке боссов, и при крафте машины вы можете выбрать, куда пойдете. А ждать вас там будут. Устройство костей даст доступ к уже знакомым убер-боссам Леорику и Магде. Устройство войны, штурмовой зверь и Золтун Кул. Устройство чревоугодия, опять же знакомые Реконот и Кхом. А вот устройство зла позволит сразиться с самим Диабло и случайными призванными им убер-боссами. Ключи для адского устройства падают все с тех же знакомых хранителей ключей, ничего не изменилось. Первый находится в первом акте в Гиблых полях, второй во втором акте в Далгурском оазисе, третий в каменном форте третьего акта, а вот четвертого хранителя нужно искать в четвертом акте на первом этаже Серебряного шпиля. Теперь, что касается нового кольца адского пламени. Первое, в чем возникает вопрос, где же взять рецепт. Им с вами с радостью поделится уже знакомая наглая девочка с плохим воспитанием из второго акта. Несмотря на юный возраст, цену за него она просит совсем не детскую, так что извольте выложить 5 миллионов. Что ж, как говорится, хочешь жить, умей вертеться. Зато, как вы видите, рецепт теперь только один. Все подчиняется правилу Мута 2.0. Поэтому, крафтя кольцо, например, варваром, вы можете быть уверены, что не получите кольцо с интеллектом. Для изготовления кольца теперь нужно 4 реагента. Как можно догадаться, каждая из 4 связок убер-боссов дропает свой реагент. Поэтому, если хотите получить кольцо, сходить придется на всех. И в заключение, раз уж часть убер-боссов осталась старых, посмотрим на новую связку убер-боссов Диабло плюс кто-то. Открывается портал все там же, в первом акте, в обитель Еретика, что рядом с верхним торговцем. Одновременно можно открыть до 4 порталов. Давайте посмотрим.
А на этом все. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Удачного фарма и до встречи в мире Санктуарий.